У меня есть когда бывает широко. Добрый вечер, коллеги. Давайте закроем двери, пожалуйста, и начнем нашу пресс-конференцию. И я прошу мобильные телефоны отключить. Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» был Хартли и главный тренер хоккейного клуба «Спартак» Олег Знарок. Мистер Хартли, я вас спрашиваю первому прокомментировать сегодняшний матч. Спасибо. I felt that we played a very smart road game, taking the lead 2-0, and unfortunately when we saw Spartak scored that first goal late in the second period, it's kind of an unwritten rule in hockey that you know that the third period that team will have momentum, they'll have confidence, and they know that they're just one shot away from getting back in the game. So they played a very strong third period. I felt that we defended well. We were maybe a little too passive at times, but you know, with all the veterans missing right now, there's lots of guys that are playing out of their role, their responsibilities, but it's a great investment for us right now. Those players will get better, and as you saw, they tied the game, and then don't ask me to comment the winning goal in OT. I didn't see it. I thought that the goalie had the puck in his glove, and I started to look at the bench, and players started to jump. The puck was in the net, so I still didn't see how it go in. Я считаю, что очень грамотно мы провели сегодняшний выездной матч, повели 0-2, но есть такое неписанное правило, что когда противник забивает под занавес периода, он получает дополнительную энергию и мотивацию, и думаю, именно это мы и увидели в третьем периоде. Спартак знал, что видел, всего лишь он в одном броске был от того, чтобы сравнять счет. Так оно и получилось. Но у нас сейчас многих ребят нет в составе, и многие действуют не на своих привычных ролях, но тем не менее они выкладываются по полной, и думаю, что в третьем периоде мы неплохо действовали в обороне. Если вы попросите меня прокомментировать гол в овертайме, этого я сделать не смогу, поскольку я думал, что шайба находится в ловушке вратаря, и потом только увидел, что ребята на скамейке радуются, и что шайба пересекла линию ворот. Спасибо, Олег Ильич. Мы сегодня провели боевую игру. Я благодарю ребятам, что с 0-2 вытащили. Ну, на самом деле, сегодня хорошая игра была с нашей стороны. Именно командная игра, именно бойцовская игра. Ну, нужно забивать больше двух. Тут все в порядке. Спасибо. С кого из вас начнем, коллеги? Павел, первый. Опять же, сегодня помимо Кутейки и Нагудачек травмированных не было сразу ряда ключевых игроков: Хохлачева, Даугавинша, Зубова. Что с ними, почему они не прошли состав? Ну, все в порядке, наверное, везде. Мы решили выйти с таким составом и показать, что мы можем этим составом сыграть. Следующий вопрос. Пожалуйста. Николай Ильич, у Павла Хомченко была первая игра в стартовом составе за карьеру в КХЛ. Ну, понятно, что случилось в овертайме, но как в целом можно оценить его игру, насколько вы довольны? Ну, я думаю, что, естественно, парень немножко нервничал, первая игра и такая ответственность, и с такой командой мы играем, с солидной. Вот. Ну, я скажу, что несмотря на то, что вы сказали в овертайме, молодец, у него будущее. Следующий вопрос, Дмитрий. В продолжение этого вопроса. Вы как-то поддержали его вот после того? Я, конечно, поддержал. Что сказали? Ну, сказал, что, ну, как обычно, наверное, те фразы, которые положено говорить в этой ситуации. Спасибо. Еще, пожалуйста. Вопрос был Хартли. Боб обычно говорит, что когда команда забивает первый гол, в данном случае именно ваш первый гол, в первой же смене после гола нужно не пропустить. А у вас получилось наоборот забить, причем именно четвертой тройкой. И вообще в целом как оцените игру именно вот этого звена? They often say that when you score the first goal, the most important thing is not to miss next shift. But what we managed to do was this right away. It was a huge goal by Brachov, very important, and it was great to see that line get rewarded. Like Koshalev, Brachov, and Nikita Sherbak. They played a pretty solid game for us. They skated well and good, and I felt even like at 2-0,
this is where we played our best hockey. Like Spartak started to pressure, and Shirokov had one or two great chances. Semyonov had a great chance, and we couldn't score. So obviously, if we would have scored on those chances, it would have been like an easier game on our side. But that's the way the game goes. Like their goalie made some big saves at that time. Я очень рад, что это звено сегодня смогло отличиться, потому что Грачев, Кошелев, Щербак, они здорово работают, хорошо катаются, и они приносят пользу нашей команде. Вообще, я думаю, что при счете 0-2 мы демонстрировали лучшую игру, и Спартак давил на нас, и очень было много моментов у Широкого, он мог отличиться, Семенов мог забросить, и думаю, что если бы им это удалось, то все могло сложиться иначе, и достаточно проще для нас, но все так, как оно и случилось. Богу карты. Очень много травмированных на самом старте чемпионата. Сейчас стало известно, что Емелин надолго выбыл, не играет в Франции. Это как можно назвать, форс-мажор или в порядке вещей, с чем вы справитесь? Character. We're a family. We've said it from the start that when Alexander Krylov and Max Ushinsky met me, like, the first request that Alexander Krylov asked me, or one of his priorities, was that Avangard becomes a family. And yes, like we're missing Zernov, we're missing Menuka and Emlyn, Franson, and we're going to miss those guys for a long time. But like I said before, it gives extra opportunities to many players, and we tell them, the door is wide open, it's a chance for you to be part of Avangard family. We don't have a spare forward. We're just playing with the minimum of forwards, but those guys are battling, they're playing hard. We have one spare defenseman in Menukov, so we don't have much reserve, but we have plenty of players. We go and we work on pride, and we follow the game plan very closely, and credit goes to our players. У нас сейчас отсутствуют многие игроки, это и Зернов, и Манукян, и Емелин, и Франсон, их не будет достаточно длительное время, но победы одерживать нам помогает именно характер. Тот факт, что мы играем как команда и как семья, потому что первое, о чем я разговаривала с руководством, с Александром Крыловым и с Максимом Сушинским, когда мы только вели переговоры, они мне сказали, что мы должны построить единую семью в Авангарде. Именно это мы и делаем. Сейчас у нас нет нескольких ключевых ребят, но от этого порождаются возможности для других игроков. Я им всегда говорю, дверь сейчас нараспашку, делайте шаг вперед, вступайте и боритесь за нас. Поэтому у нас сейчас нет запасных нападающих, у нас только один еще защитник, но тем не менее все борются с гордостью и стараются изо всех возможных сил. Спасибо. Еще будут какие-то вопросы? Михаил. Олег Валерьевич, обратите внимание, что в таких сочетаниях именно тройки нападения, то есть все перемешались. Это доставило проблем? Или поскольку все занимаются и готовятся по одной системе, то должны играть в любых сочетаниях? Проблем нет, даже ребята молодые, которые приходят с Франкова, они знают эту систему, потому что они были с нами на сборах. Я не считаю, что это проблема. Просто кто-то вот сегодня, допустим, Маркову сломался, а мы должен был играть или в три центральных, или кого-то ставить, и крайне. Мы решили, что будем брать. Это центральный, я думаю, что они сегодня наелись немножко. Центральный у нас. Давайте последний, наверное. Продолжение травмированных. Андрей Кутейкин получил в прошлом матче очень неприятную травму. Надолго ли он выбыл? Который не был. Нет, он может следующую игру, наверное, играть. Да, вопрос еще один к Богу, человек, который тоже работает и в медиа, то есть с другой стороны еще. Как только пресса начала писать про то, что Павел Захов будет в Авангарде, эта сделка сразу же сорвалась, и он подписал... Мы сейчас можем... Подожди, я задаю вопрос Богу. Верит ли он в то, что пресса может сорвать такую сделку, пресса, вот это сумика, или это вообще не касается? Part of the sport of hockey, there's a huge game with the media. The first thing I did when I got my first NHL job is
I hired a lady to show me how to work on TV, how to work on radio, how to do interviews, what to say, what not to say, how to treat media. It's a huge game, but for, you know, like rumors, there's rumors every day. Coaches getting fired, players being traded, players being signed. That's part of the game, and now with social media, there's so many platforms that reporters are like the rest of society. Okay? There's great workers, there's bad workers, there's honest workers, there's dishonest workers. So, okay? Hockey coaches, reporters, we're all the same. So I think you know, it's a game, and you know, we know what's going on, and you know, we trust what we know. Знаете, параллельно в хоккее всегда идет такая большая игра средств массовой информации. И когда я первую свою работу в НХЛ получил, я сходил к знающим людям и попросил, чтобы меня проконсультировали, что стоит говорить, чего не стоит говорить журналистам, как лучше себя вести. Поэтому, конечно же, есть определенные действия, и влияние, которые оказывают средства массовой информации. Но и всегда есть слухи, кого-то каждый день увольняют, кого-то покупают, кого-то продают и так далее. Сегодня очень много платформ, на которых можно распространять любую информацию. Думаю, что журналисты, они в принципе такие же работники, как и люди любой другой сферы. То есть есть и порядочные люди, есть и не очень, в принципе, как и в любой сфере жизни. Но мы владеем информацией, мы доверяем тому, что знаем лично мы. Господа порядочные, спасибо всем. Спасибо.